Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что делать, если у кошки постоянно слезятся глаза. Незначительное выделение слез у кошек, особенно после сна, это нормально, это физиологический процесс, и вмешиваться в это не надо. Хотя даже и в этом случае должен быть регулярный гигиенический уход за глазами. Например, очень часто слезы текут у котят. Если котята под кошкой, то мама-кошка ухаживает за котятами и вылизывает им глазки. Когда же котят отнимает от мамы, то они не всегда еще способны самостоятельно за собой ухаживать. У них могут закисать глазки, и тут уже надо вмешательство владельца, иначе у котят могут развиваться конъюнктивиты. Еще есть породы кошек, у которых текут глаза. Как правило, это породы с короткой мордочкой, у которых есть большое искривление носослезного канала, и слезам очень затруднительно протекать через него. Также часто текут глаза и у пожилых кошек. Вообще, обильное слезоотделение как раз и наблюдается у кошек, у которых носослезный канал не справляется со своей функцией и недостаточно пропускает слезы, которые вырабатываются глазами. Понятно, что это бывает в двух случаях. Это или носослезный канал узкий, или слез вырабатывается очень много, и они не успевают через него протекать. Узость носослезного канала может быть вызвана очень многими причинами. Это могут быть как врожденные причины, так и приобретенные причины. Понятно, что на врожденные причины мы не можем очень сильно повлиять. Разве что хирургическим путем. Но любая операция на глазах — это проблематично. Цель данного видео состоит в том, чтобы минимизировать сужение нормального носослезного канала. Ведь это происходит очень часто, и тогда бывает очень обидно. Так вот, следует различать два вида слезоотделения. Первый — это когда слезы не успевают протекать через носослезный канал, а второй вид — это когда у животного слезы текут при каком-то заболевании. Заболеваний, при которых у кошки слезятся глаза, очень много, но случается это уже не так уж и часто. В основном повышенное слезоотделение — это первый случай. Так вот, в первом случае, когда слезы не успевают протекать через носослезный канал ввиду его узости или обильного слезоотделения, например, соринка коту в глаз попала, то слезы при этом очень чистые и прозрачные, как вода. А если у кота глаза начали течь при каком-то заболевании, то, как правило, в этом случае у кота наблюдаются еще какие-то симптомы болезни. Потеря аппетита, вялости и так далее. И слезы при этом уже не прозрачные, а мутные и очень часто с примесью гноя. Это свидетельствует о том, что у кошки в глазу начинает возникать воспаление. И если видно, что у кошки внезапно появилась слезоточивость и какие-то другие симптомы заболевания, то в этом случае лучше всего сразу пойти на прием к ветврачу, чтобы не допустить этот процесс. Но и в первом, и во втором случае надо обязательно ухаживать за глазами. Надо регулярно промывать и протирать их. Смысл этой процедуры в том, что даже чистая слеза содержит в себе какие-то белковые и углеводистые вещества, которые являются очень хорошей питательной средой для множества микроорганизмов. А поэтому слезы надо вовремя убирать с морды кошки. И если слезы не убирать, то на всех этих местах, куда попала слеза, начинают развиваться микроорганизмы. Возникает зуд, кошка начинает все это расчесывать, заносит инфекцию в глаз, потом возникает воспаление глаз, конъюнктивит. Потом, вдобавок ко всему, появляется аллергия, что ведет к еще большим расчесам и выпадению волос на воспаленных участках. Одним словом, если вовремя не ухаживать за глазами, то ветврачу потом работы хватит надолго. При этом, как правило, воспаляется еще и носослезный канал, что ведет к его сужению и даже зарастанию. И тогда уже точно потребуется хирургическая операция. Вот такая неприятность может случиться с кошкой, если не ухаживать за ее глазами. Препаратов для промывания глаз сейчас очень много. Можно промывать как самыми дешевыми препаратами, такими, например, как старый добрый 0,2% фурацилин. Можно кошке промывать глаза и тампонами, смоченными в отваре ромашки или крепко заваренного чая. Это допускается при каких-то непродолжительных обработках. Например, что-то попало кошке в глаз, что вызвало повышенное слезоотделение. И вы пару дней проделали эту процедуру. И если же ухаживать за глазами постоянно, то это не самый лучший вариант. Я бы не рекомендовал пользоваться отварами, которым больше 2 дней. Сейчас очень много современных, недорогих и в то же время хороших препаратов для промывания глаз. Я рекомендую применять самые простые лосьоны по уходу за глазами, которые не содержат в себе каких-то серьезных химических, а тем более противомикробных компонентов.
Их даже и препаратами нельзя назвать. Это фактически косметические лосьоны. Также хорошо зарекомендовали себя при обработке глаз такие капли, как бриллиантовые глаза или тот же офтальмосан. Прекрасные препараты. Много сейчас и хороших импортных препаратов по уходу за глазами. Это такие как Глобалвет, Микроцин, капли Эспри или Трикси для глаз. Это хорошие средства, но они значительно дороже всех остальных. Если вы видите, что несмотря на то, что вы постоянно проводите промывание и протирание глаз у кошки, а они все равно начинают закисать, то тогда уже можно применять и капли с более выраженным противомикробным и иммуномодулирующим эффектом. Например, такие капли, как анандин, максидин или что-то еще. Честно, я даже и не стараюсь запоминать названия всех препаратов. Я их разделяю на гигиенические или косметические и лечебно-профилактические препараты. Для меня прежде всего важны действующие вещества препаратов, а не их названия. Я могу вам еще назвать десятка-полтора всевозможных препаратов из своего арсенала, но это будет лишним. Самое главное в этом случае – понять общий принцип применения препаратов, что если нет конъюнктивита или аллергии, то незачем в глаз совать всевозможные серьезные действующие вещества, чтобы преждевременно не вызвать привыкание микрофлоры. А нюансы применения тех или иных веществ уже при различных патологических состояниях глаза – это уже прерогатива ветврача. И только он принимает решение об их применении в каждом отдельном случае. А главная задача владельца животного – это обеспечить для кошки ежедневный уход за глазами. Каждый должен заниматься своим делом. А если у кошки будет ежедневный уход за глазами, то тогда у ветврача точно будет меньше дела. Ведь, как я уже сказал, что если слезы не убирать, то тогда мало того, что может возникнуть конъюнктивит, так еще может быть и воспаление носослезного канала, которое в очень многих случаях приводит к его сужению, то есть к стенозу. Лучше всего уход за глазами проводить при помощи ватных тампонов. И следите за тем, чтобы во время обработки не занести инфекцию в глаза кошки. Старайтесь проводить обработку так, чтобы вы никоим образом не касались глазного яблока. И тогда все будет хорошо. Помните, что ежедневный уход за глазами кошки, особенно если они слезятся, так же важен, как и ежедневное кормление и уход за шерстью. Не запускайте этот процесс, чтобы не допустить серьезных последствий, которые могут наступить при обильном слезоотделении. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!